мам, не так дальше. Вот так. Вот так надо. Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и давайте продолжать с вами делать резинки к 1 сентября. На этот раз я решила сделать розочку из глиттерного фоамирана. Когда-то кто-то у меня просил попробовать сделать такую розу, и наконец-то я что-то сделала. И да, если я вам что-то обещала, обязательно пишите в комментариях, потому что я забываю. Поэтому давайте продолжать. Для работы нам понадобится фоамиран. Я использую глиттерный фоамиран, он не на клеевой основе. Толщина его, по-моему, 2 мм пишет, и он сыпется. Весь фоамиран сыпется. Это нормально. Многие закрепляют блестки лаком для волос, но я этого не делаю. Для одного цветочка нам понадобится 3 размера лепестков. Ну и сама резинка или заколка, смотря на что вы будете цеплять свою розочку. Возможно, вы сделаете к ней ножку и сделаете ее для своей композиции в букет. Я буду использовать 3 размера квадратиков, это 2,5 см, 3 и 3,5. С них я вырезаю лепестки. Снизу основа нашего лепестка приблизительно 1 см. В итоге у нас получается 7 маленьких лепестков и по 5 лепестков большего размера. 2 маленьких лепестка я откладываю в сторону, так как мы с нее будем формировать серединку. Поэтому у нас получается на каждый ряд выходит по 5 лепестков. Делаю из обычной фольги основу. Она приблизительно 2,5 на 1,5 см. Нагреваем утюг. Я ставлю утюг на максимальную температуру. Я люблю, чтобы фоамиран быстро нагревался, и не люблю очень долго над ним сидеть. Прикладываю 2 наших первых лепестка к утюгу и просто нагреваю до тех пор, пока он не упадет. Фоамиран начинает сжиматься, и тем самым он даже становится немножко тоньше. А теперь придаем форму всем оставшимся лепесткам. Нагреваем лепесток, затем сверху наш лепесток я с 2 сторон подкручиваю, зажимаю пальчиком снизу и делаю такую небольшую ямочку в нашем лепестке. Тем самым у нас получится выгнутая форма лепестка. Ну и так как мы сжимаем фоамиран, он становится тоньше. И держу я свой лепесток до тех пор, пока он полностью не остынет. Тогда форма зафиксирует, наш лепесток останется объемным, и после этого он не будет принимать изначальную форму. И так я делаю со всеми лепестками. После того, как все наши лепестки готовы, начинаем собирать розочку. Я буду использовать самый дешевый суперклей. Это секундный суперклей, и он очень быстро схватывается. Это в принципе что и надо. Тем самым наш цветочек будет делаться очень быстро. Берем 2 наших лепестка, которыми мы будем обклеивать нашу основу и формировать серединку. Наношу клей на весь лепесток и все хорошенечко склеиваем. И будьте осторожны, чтобы не приклеить свои пальцы, потому что в работе с этим клеем обычно я так и делаю. Потом приходится отмывать свои пальцы от клея. Берем второй лепесток, наносим посерединке клей и приклеиваем. У нас получается вот такая серединка. Все хорошо приклеиваю снизу, чтобы у нас нигде ничего не торчало. Наша серединка готова. Теперь берем самые маленькие лепестки и будем приклеивать их по кругу.
На первый лепесток я наношу клей только с одной стороны, так как с другой стороны мы под него будем подклеивать другой лепесток. Приклеили первый лепесток и смотрите, чтобы на этом этапе все ваши лепестки были на одном уровне. Тем самым у вас получится красивая серединка. На все остальные лепестки наношу клей полностью снизу и приклеиваю по кругу, накладывая один на второй. Но последний наш лепесток я подклеиваю под первый. Таким же образом мы делаем и второй ряд наших лепестков. Их у нас 5 штучек. И приклеивать свои лепестки я начинаю между лепестками предыдущего ряда. После того, как мы приклеили первый ряд лепестков, второй ряд лепестков, можно, в принципе, на этом и остановиться. Но я же еще сделала один ряд для того, чтобы мой цветочек сделать более пышным и побольше размером. Диаметр моего цветочка получился приблизительно 6,5-7 сантиметров. Ну а после того, как вы приклеите все свои лепестки, вы можете закрепить или на заколку, или на ободок, или, как я, на резинку. Я буду использовать резинку для волос белого цвета. Она у меня 4 сантиметра. Я буду приклеивать тоже на суперклей. Вообще в работе можно использовать также и горячий клей, но мне почему-то кажется, что в работе с глиттерным фоамираном не всегда горячий клей хорошо держится. Тем более, если клеить его на сами блестки, и у нас отваливаются блестки, следовательно, может отклеиться и сам клей. Поэтому я иногда подстраховываюсь и использую обычный суперклей. После того, как я приклеила резинку, я буду закреплять свою резиночку, чтобы она у меня не упала, ну а также делать более красивый внешний вид с обратной стороны нашей резинки. Беру небольшой кусочек репсовой ленты, все хорошо приклеиваю. На этом этапе я уже использую горячий клей. Мои резиночки готовы. Вы же можете использовать вместо ленты сделать чашелистик для нашего цветочка, ну а также можете добавить и сами листья. Это уже на ваше усмотрение. У меня получились вот такие миленькие розочки, они очень интересно смотрятся на волосах, ну а так как они из глиттерного фоамирана, они очень красиво блестят. Ну а если вам понравился мой вариант, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пока-пока!